Здравствуйте! Привет из красивого города Хургады. Мы находимся на берегу прекрасного моря. И сегодня мы поговорим о жизни пенсионеров в Египте, конкретно в Хургаде. И многих интересует вопрос, сколько тратится денег на проживание в Египте. И откуда пенсионеры берут деньги на это проживание. Ну, отвечу я вам так, без всякой интриги. Это будет банальный ответ. Лично обо мне. Я их просто заработала. Заработала и воспитала хороших детей. Ну, теперь, я думаю, всем понятно, откуда я лично беру деньги. Как и в любом городе, как и в любой стране, можно жить на разные деньги. И кому-то дай миллион, он не будет счастлив, а кто-то обходится малыми деньгами, чувствует себя счастливыми и умеет радоваться жизни. Ну, я так скажу, что в Хургаде жизнь по сравнению с Европой, конечно же, недорогая. И для европейцев тут жить прекрасно. Но, в принципе, и для русских, и для белорусов тоже здесь жить неплохо. Можно прожить на малые деньги. Квартиру можно снять здесь, в Хургаде, начиная от 4000 фунтов. Это $80, если переводить на доллары. А на российские рубли я не знаю сколько, потому что я из Беларуси. Ну и я не знаю, до какого предела. Может быть, до $500, а может быть и выше. Все зависит от района и все зависит от квартиры, от ее состояния и что вам предложат. Ну, естественно, если обычный пенсионер, который приехал сюда и хочет проживать на пенсию, то, конечно же, он может себе позволить, я думаю, квартиру средней цены. И вот средняя цена квартиры будет, допустим, получаться где-то $100, $120, максимально 150. Это если двухкомнатная квартира. Если однокомнатная, то вот, как я уже сказала. Ну, а на питание это уже кто сколько потратит. Кто как любит покушать. Кто любит покушать хорошо и лениться готовит, будет кушать в кафе, в ресторанах. Естественно, потратится, возможно, и $400, и 500 на питание. Но если ты будешь готовить дома сам, то можно обойтись, и $200 хватит тебе на это. Вот как-то так. Хорошо. А вот что ты ешь? Какая у тебя основная пища? Ты готовишь или в кафе ходишь? Ну, я как бы и там, и там. И под настроение готовлю. Иногда кушаю в кафе. Но я сейчас как бы стараюсь готовить себе сама, потому что я сейчас не все ем. Я отказалась от многих продуктов. Вот я сейчас абсолютно не кушаю рис, макароны, картофель. Очень мало кушаю овощей. Фрукты кушаю тоже выборочно, не все. Сахар как бы тоже мне... Ну, я не хочу, и он мне не нужен, я его никогда не любила. Но я много кушаю сыра, мед, вот, бобовые, курицу, рыбку, морепродукты. Ну, на все на это, если готовить самой и ходить иногда в кафе, то уходит не так много денег. Вполне достаточно, еще повторюсь, что 250 максимально долларов. Это на одного человека. Ну вот у меня лично уходит много денег на сыр. Я очень люблю сыры. На сыр я трачу много денег. На сыр я трачу где-то $50 в месяц. Ну, как бы, если всего я трачу 200, то из них четвертую часть я трачу на сыры. Ну, а так остальное, как бы, ну, фрукты, там какие-то овощи, мяско, конечно. Ну, свинину я вообще не употребляю уже давно. Я в основном из мяса ем курицу, говядину, баранину. Ну, тоже по чуть-чуть. Вот, поэтому денег не хватает. А вот если бы в наших странах было бы хорошо, ехали бы сюда женщины жить? Ну, я
я хочу сказать, кому где хорошо. Я, например, тоже здесь могу жить, очень чувствовать себя комфортно зимой, осенью и весной. А летом, конечно же, мне здесь жарко. И если у людей какие-то есть проблемы конкретные со здоровьем, я имею в виду сердечно-сосудистые заболевания или же проблема с давлением, гипертония, гипотония, то, конечно, им это очень трудно здесь будет проживать летом. Но на лето в основном все улетают. Здесь приезжают люди на зимовку, как мы называем, зимовать. А зимовка здесь продолжается у нас 8 месяцев. Если ты прилетаешь в октябре, то октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май ты можешь прекрасно здесь проживать. Вот эти 8 месяцев – это комфортная погода, это прекрасное море, и никаких проблем со здоровьем не возникнет. Единственное, что ты его можешь только поправить. Но опять-таки я повторюсь, что кому где комфортно. Вот когда я пожила уже здесь, в Египте, то когда я прилетаю к себе в Беларусь, мне даже бывает и летом там холодно. Потому что организм в любом случае он адаптируется к погоде, к климатическим условиям. И как бы уже холодно. Если немножко прохладно, то для меня это холодно. И мы когда сидим вот здесь где-нибудь в кафе и смотрим, как туристы ходят в январе в шортиках или в маечках, а мы сидим в кафе, ну, допустим, одета пиджак или легкая курточка, то как-то смотреть на людей, которые гуляют в шортах, холодно, реально. А они, наверное, на нас смотрят, думают, что эти идиоты оделись так тепло на улице. Плюс 20 или плюс 25. Ну, уже реально становится холодно. Когда ты комфортно чувствуешь себя при 40 градусах, то уже 20 градусов как бы это холодно. Теперь вот такой вопрос. Много ли ты знаешь женщин, которые живут здесь одни? Без мужчин, без любовников, без никого? Ну, конечно, конечно, это совсем не обязательно. Это же как бы кто что хочет, кому что интересно. Я, например, тоже живу одна, и мне очень комфортно. Я люблю свое одиночество, мне хватает общения на пляже, мне хватает общения, встретиться где-то вечером, посидеть с подругами, с друзьями в кафе, сходить на караоке, попеть песни. Мне этого вполне достаточно. Я даже бы не хотела, чтобы со мной кто-то был постоянно. Не знаю, наверное, уже возраст пришел такой. Ну, конечно, есть женщины, которые, может быть, им скучно, может быть, им это интересно. Они находят себе каких-то тут мужей и как бы живут с ними. Ну, каждому свое, кому что нравится. Ну, я знаю, например, много семей, которые приезжают муж, жена, 2 пенсионера, допустим, из Москвы, из Ленинграда, из России и из Беларуси тоже. И живут как бы здесь, тоже зимуют, а на лето улетают к себе. А некоторые вообще не улетают, некоторые тут и на лето остаются и прекрасно себя чувствуют. Кто-то семьями живет, кто-то приезжает с внуками, живут здесь. Ну, я имею в виду именно пенсионеров. Ну, а вообще сейчас тенденция в Хургаде, я бы так сказала, жители помолодели. Вот именно кто приехал в Хургаду жить, раньше как-то молодежи практически в Хургаде не было вообще. Вот даже взять 8 лет назад, когда я как бы первый раз приехала и начала здесь жить в 16 году, в декабре месяце, здесь как-то было очень мало молодых людей, девушек, парней. А теперь смотрю, столько много здесь молодежи. Именно даже смотрю с семьями, с детками, с маленькими. Ну, я имею в виду наши славяне. Там, я же не спрашиваю, откуда они именно, но я вижу, что это не европейцы, не немцы, не англичане, именно русскоговорящие люди. То есть, возможно, это Украина, Беларусь, Россия. Ну, в общем, как бы Хургада помолодела, скажем так. Наверное, я думаю, что люди, когда приехали, побыли тут, понравилось и остаются. Детки ходят в школу, это нормально, здесь хорошие школы. Много. Да, и очень много людей как-то вот цепляются за Египет, работают онлайн и здесь проживают. И пенсионеры, кстати, тут многие работают онлайн. Вот, поэтому
Ну, мы тут себя как бы развлекаем, кто как может. Кто участвует в съемках фильмов, кто где-то находит себе какую-то подработку такую. Некоторые зарабатывают, которые засаливают овощи, там, квасят капусту, потом продают. Кто-то покупает селедку, солит селедку, продают. Ну, кто как приспосабливается. Вот. Кто-то ходит на караоке, песни поет. Веселимся как можем. А что делать? Вот. Ну, а ежедневный ритуал – это, конечно, пляж, это море. Вот. И по цене пляжа еще скажу, потому что тоже люди, наверное, не ориентируются в ценах на пляж. Пляж можно найти за $5 в день, а можно найти за $1 в день. Здесь пляжи очень разные, цены разные, но в принципе море, оно одинаковое. Поэтому, если тебе не важен лежак, вот. И если тебе не столь важна как бы публика, которая на этом пляже, то можно пойти на пляж за $1 и прекрасно провести время на море. Не обязательно пользоваться пляжем за $3, за $5. Что, в принципе, как бы и люди и делают, которые здесь проживают. Потому что если тратиться на пляж по $5 в день, то как бы это для меня, например, я не могу так. Я хожу на недорогой пляж. И там у нас как бы как дома, обстановка как дома. Люди уже годами знают друг друга, друг с другом общаются. Кто-то в карты играет, кто-то вяжет. В общем, весело. А ты на какой пляж ходишь? Я хожу на обыкновенную, на недорогой пляж, на Рамозу. Я пробовала здесь ходить на разные пляжи, вот. Но дело в том, что есть каменистые, вот как бы заходишь в море, много камней, неудобно. Ну и как-то египтян много на некоторых пляжах, вот как-то облюбовали они какие-то пляжи египтяне, вот их там много. А вот на Рамозе там как-то больше... А? 40. Да, на Рамозе всего лишь 40 фунтов, это даже меньше, чем $1, потому что если брать сегодня доллар 48 фунтов, то Рамоза стоит 40. Поэтому там как бы очень много приходит таких вот людей, которые именно здесь проживают. Вот туристы, конечно, туда мало ходят, ну, ходят. Тоже люди, которые приезжают из Каира, из Александрии, там, из других городов Египта на день, на 2, на 3, тоже приходят и пользуются этим пляжем. Так что... Не надо бояться, что тут прямо надо бешеные деньги для проживания. Можно прожить как бы не шикарно, но нормально, нормально. В принципе, можно даже себе и не отказывать ни в чем. Можно кушать, я ж уже повторяюсь, и рыбку, и мясо, и овощи, и фрукты. Ну, главное тогда не лениться готовить. И, в принципе, $200-250 этого будет достаточно. И на пляж сходить, и нормально покушать. Ну, а думаю, что одежду покупать, там какую-то обувь, это уже у каждого есть. С собой можно привезти, проблемы нет. Покупать здесь не обязательно. Глафира, если человек приехал сюда, но так получается, что пенсия маленькая, есть ли варианты выжить здесь? Ну, если, скажем так, если человек нашел денег приехать сюда, то тут уже выжить можно. Главное, чтобы у него были деньги хотя бы какие-то на первое время, снять квартиру. То есть $100 в месяц, грубо говоря, так, это снять квартиру. Это самый такой как бы дешевый эконом-вариант. Эту квартиру найти можно. Такие квартиры есть на улице Мадарас, в районе Шератона. Но, естественно, там не надо ждать, что тебе будет люкс-номер. Например, в этой квартире что будет? Будет телевизор, будет, конечно же, естественно, кровать. Вот. Будет, возможно, стиральная машина, вот, как у меня, типа малютки из СССР. Но... Конечно же, не автомат. Но, в принципе, нормальная квартира, в которой можно нормально жить. А уже уют, я думаю, любая женщина себе сможет сделать сама. Вот, потому что мы же женщины. Главное ее вымыть, вычистить, привести в порядок. Потому что египтяне, они как бы особо за этим не следят. Они сдают в основном квартиры, которые потом надо дня 3 отмывать. Ну, ничего страшного.
вот. А уже как бы заработать здесь при желании можно всегда. Я еще раз повторюсь, что люди находят себе заработок, готовят еду, продают ее, квасят там капусту, какие-то овощи солят, лепят пельмени, вот. Потом, значит, кто-то находит себе семьи, которым нужна помощь, нужна бабушка-няня. Вот. Они нанимают женщин, которые смотрят деток. И в основном хотят именно иметь няню возрастную, чтобы она была для ребенка как бабушка. Вот, поэтому найти такую работу тоже можно. Кто еще имеет энергию и силы, можно участвовать в съемках фильмов, можно ездить и в Каир, и в Александрию, вот, и зарабатывать на этом неплохие деньги. Но это надо, конечно, иметь хорошее здоровье, чтобы высидеть в автобусе, чтобы поучаствовать в съемках, чтобы как бы приехать. Это не каждому под силу. Ну, и что еще? Ну, в принципе, здесь некоторые даже зарабатывают на уборке квартир. Вот. Некоторые люди живут, им просто нет времени. Например, живет молодая семья, они работают, и нет просто времени убрать квартиру, поэтому они приглашают женщин наших как бы возрастных, чтобы пришли к ним и навели порядок в доме. Вот и все. Кто-то на этом зарабатывает. Кто как приспосабливается. Это же такое дело. Если человек захочет заработать, то он всегда найдет способ, как заработать. Но вот я прошлое видео мы с тобой делали, Виктория, и там люди писали такие глупые комментарии. Я не помню, кто, или мужчина, или женщина, написали: все понятно, откуда, типа, они берут деньги. Ну, вы не забывайте, дорогие мои, что мне уже 60 плюс. И как бы заработать деньги каким-то другим путем, это очень сложно. Не знаю, что имели в виду, понятно, что понятно. Вот это мне самой непонятно, что люди имели в виду под словом «понятно». Вот я сейчас сказала, как может пенсионер, который проживает в Египте, заработать деньги. Вот только такие пути я вижу. Ну, не знаю, может быть, кто-то как-то еще и по-другому может зарабатывать. Возможно, кто-то онлайн работает, да, у кого-то, возможно, бизнес какой-то. Ну, вот как-то так. Ну, конечно же, с детьми тяжелее, понятное дело. Ребенку надо отдельное питание, надо досмотр, надо уделять время, или детский сад, или самой надо смотреть за ним. Конечно, быть взрослой женщиной, например, такой, как я, и жить одной намного легче и спокойнее, понятное дело. Я, как говорится, что хочу, то ворочу. Куда захотела, туда пошла, что захотела, съела, что захотела, там, например, сделала, захотела сегодня убрала, захотела не убрала, захотела поспала, захотела поднялась. Ну, в общем, я живу сейчас свободной жизнью. Слава Богу, мои дети выросли, вот, и как бы у меня это все уже позади, в прошлом. Ну, а если мамочка с ребенком, ребенок, например, школьного возраста, конечно, это очень тяжело. Это надо уделять время, надо готовить еду, надо всегда думать, как заработать, где заработать. Если, например, постоянной работы нет, конечно, сложно, тяжело. Тяжело, да. А здесь, в Хургаде, еще тяжело тем, что все-таки вот найти такую хорошую работу именно здесь, я думаю, что сложно. Если у тебя есть работа онлайн, то, конечно, да. Но, в принципе, я знаю много женщин, как бы, которые устраиваются в недвижимость, продают квартиры, зарабатывают очень хорошие деньги на этом. Но это опять-таки надо знать языки. Если ты прекрасно владеешь английским языком, а еще плюс дополнение, ты знаешь арабский язык, то, естественно, ты можешь заработать здесь нормальные, хорошие деньги. Если, конечно, у тебя еще есть талант общения, ну и, конечно, владение компьютером и прочим, то можно зарабатывать, да, неплохо можно зарабатывать. Даже не то, что неплохо, а можно хорошо зарабатывать. Несколько слов хочу сказать о визах. Именно нужна ли виза пенсионерам.
Но всем известно, что по прилету в Египет мы покупаем визу за $25 в аэропорту. Эта виза действует 30 дней. После 30 дней виза людям, которым 60+, не нужна. Но пенсионером можно стать и в 45 лет, и даже в 35. То есть до 60 лет, конечно, визу нужно продлять. То есть в течение вот этого месяца, 30 дней, надо обратиться в Гаузет. Это по-нашему паспортный стол. И начальник этого Гаузета ставит бесплатно штамп россиянам на 2 месяца, дополнительно белорусам на 1 месяц. То есть по вот этой визе, которую мы приобретаем в аэропорту, мы можем еще находиться бесплатно, белорусы, 1 месяц. То есть в общей сложности 2 месяца проживать на эту визу. Но потом продлять ее не нужно, если вам 60+. Если же вам меньше, то тогда вам нужно делать продление визы. Но это уже будет в следующем видео. Если кому-то интересно, я, в принципе, могу вам все рассказать. Но вот скажи секрет, почему женщины здесь так хорошеют? Ну, наверное, все-таки влияет море. Вот волшебное море. Вот это морюшка, которое нас лечит, которое нам дает энергию, которое нам дает силу, которое нам дает позитив, ну и, конечно, достаток солнца. Когда людям не хватает солнца, конечно, они становятся угрюмыми, злыми, а здесь хватает этого в достатке, скажем так. Каждый день ты просыпаешься, ты видишь солнце, ты имеешь возможность каждый день сходить на море. Даже если становится прохладно, например, январь-февраль, я уже не плаваю никогда, но я все равно всегда прихожу на море. Я хожу практически через день на пляж. Вот, а может и каждый день, когда у меня нет никаких дел, например, домашних, я просто сижу на море, я дышу морским воздухом, я наслаждаюсь солнышком теплым. Зимой оно такое теплое, такое хорошее, оно не жаркое. Ну вот, наверное, поэтому гормон счастья присутствует здесь, понимаешь? Вот. Здесь люди счастливые, а когда человек счастлив, то он выглядит молодо и красиво. Вот. Ну и, конечно, очень важно, чтобы в семье, наверное, все было хорошо, скажем так. Когда ты, например, подходишь к такому возрасту, ну, допустим, 60+, 50+, и твои дети в порядке, то есть живут счастливо, все здоровы, все благополучны, то, конечно, ты будешь счастлив, ты будешь цвести. Поэтому, ну, не все здесь как бы тоже. Я встречала женщин, которые недовольны, что-то ворчат, бурчат. Вот уже не понимаю, вот что уже надо им, этим людям, понимаешь? Человеку всегда не угодишь. То есть вот не все тут прямо довольны, счастливы. Там им плохо, вот как бы на родине, да. Сюда приехали, и тут опять-таки плохо. Да им везде будет плохо, таким людям. Понимаешь? Ну и часто спрашивают, как снять жилье в Хургаде. Ну, во-первых, самый легкий вариант – это вот зайти на канал Виктории, она вас как бы здесь встретит и даст вам все рекомендации, где найти квартиру, как лучше устроиться. Ну, это я так, к слову, сказала. Ну, конечно же, если вы приехали, например, одни, и никого абсолютно у вас здесь нет, это не есть хорошо. Все равно надо ехать в эту страну, чтобы хоть кто-то здесь был, чтобы кто-то подсказал, кто-то как бы провел. Вот. Ну, в принципе, найти квартиру несложно. Надо пройтись по улочкам. Везде, около каждого дома практически сидят дормены. Дормены, не знаю, как правильно ставить ударение, но это люди, которые смотрят за домом, за порядком и которые как бы сдают квартиры.
это не хозяева дома, а это, как сказать, ну, может быть, назвать их можно менеджеры, так что ли, security. Вот, и подходишь, видишь, человек сидит, значит, около дома или на скамейке, или на крылечке, посмотрели на дом, ну да, дом выглядит неплохо, подошли, спросили, сдаются квартиры или не сдаются. Они в основном все говорят на русском, в основном. Ну, если даже человек не говорит на русском языке, Google Translate в помощь. Вот, открыли телефон, сказали, показали ему, он прослушал или прочитал на арабском языке и показал вам, есть ли у него квартира и по какой цене. Ну, а там уже вы дальше сами выбираете. Пошли. Ну вот и выбрали себе, понимаешь? Ничего сложного. А, еще знаешь что? Некоторых вот интересует приехать в отель и остаться тут. Можно ли это? Да, конечно же, можно. Это абсолютно ненаказуемо. Если вы приехали в отель, и вам здесь понравилось, и вы захотели здесь остаться, и у вас есть такая возможность, вы просто должны как бы предупредить своего гида, что вы не улетаете, что вы остаетесь в Хургаде. Он даже и спрашивать вас не будет, почему вы остаетесь, зачем вы остаетесь, это ваше дело. То есть вы ему просто говорите, я не лечу, это чтобы вас не искали, и куда вы пропали. И все, а потом вы просто находите себе квартиру и остаетесь тут и живете счастливо. Ну что ж, на сегодня все. Если вы собираетесь в Египет на отдых или же планируете пожить здесь длительное время, напомню вам, что вы можете у меня заказать консультацию на любую тему касаемо Египта. Я вам помогу сэкономить деньги, время и энергию. Все координаты под видео. Пишите, и да будет вам счастье! Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive.